Всем привет! Меня зовут Рафаэла Хасан, и в сегодняшнем видео я бы хотела показать вам самые красивые, на мой взгляд, кей-поп клипы. Давайте начнем. На самом деле, кей-поп – это та самая индустрия, в которой очень много красивых клипов по разным категориям. То есть где-то очень классная хореография, где-то картинка очень красивая, где-то очень много спецэффектов, но суть остается сутью, что действительно очень-очень красивые клипы. Давайте начнем, как обычно, с моих любимых Stray Kids. Если честно, это было для меня самым сложным – выбрать один единственный клип от Stray Kids, потому что это та самая группа, у которых восхитительные клипы. То есть это как я не знаю, мини-сериалы, мини-такие, знаете, фильмы коротенькие, потому что очень много всего происходит. Там целая история. Особенно все последние их клипы, они очень такие насыщенные. Мне захотелось показать вам красоту клипов этой группы именно на примере такого мощного клипа, в котором происходит очень много всего. Ну, давайте начнем. Во-первых, начинаем мы уже с Сеула. Я считаю, что это просто восхитительно. Показать такую панораму города, да, показать ее с птичьего полета, это потрясающе. То есть нам даже дальше не надо никуда идти, как бы уже настолько это красиво. Но я, кстати, буду перематывать, потому что все-таки мы сегодня разбираем красоту клипов, а не сами треки. Хотя я моментами буду пытаться вам показывать все-таки, чтобы вы примерно понимали, о чем они поют, да, как вообще звучит песня на фоне этого клипа. И как бы вот видите, локация совершенно другая локация. Локация сменилась. Не говоря о этом переходе, когда мы вроде бы только что на улице были, оказались в комнате. Я считаю, это потрясающий просто переход. То есть, видите, да? Постоянная смена локаций. И вот эти переходы какие-то неожиданные просто. Я считаю, это просто гениально. Наше сегодняшнее видео посвящено красоте, поэтому я буду стараться говорить почаще слово «красота», но в данном случае это просто, я считаю, гениально. И вновь у нас новая локация. Что это? Это мини-дорама или что происходит? Почему так много всего в хорошем смысле в этом клипе происходит? И вот эти вот постоянные переходы, то есть только что они стояли на дороге, да, тут такой взрыв, и я вот даже пока я говорю, даже не успеваю свою мысль сформулировать, у них постоянные переходы с одной локации в другую. Это просто невероятной красоты клип, я считаю, и я думаю, вы со мной согласитесь. Это лично я до того, как попала в мир кей-поп, я не сталкивалась с такими клипами. То есть для меня это реально... Я сейчас как-то еще привыкла, такая, классный, да, классный клип. Фактически, когда впервые я там в конце 2020 года начала смотреть эти клипы, я всегда так сильно удивлялась, думала, вау, что вообще происходит? Так, ну это у нас были Stray Kids, S-Class. Давайте перейдем к следующему. А следующий клип, который я бы хотела вам показать, это у нас Highway to Heaven, NCT. Он очень, можно, наверное, уже сказать, старенький, потому что вышел он, я точно не помню год, но я вам сейчас скажу. 5 лет назад, это у нас 2019. Вау, 2019 был 5 лет назад. Так, что насчет красоты этого клипа? Во-первых, Америка. Этот клип снят в Америке, и мне очень-очень нравится
этот клип. Мне нравится его обработка, цветообработка. Мне нравится, что тут так много природы. То есть, если, например, сравнивать с предыдущим клипом, да, Stray Kids, здесь ничего такого особо не происходит, локации особо не меняются. То есть, просто такой в этом плане, да, именно в плане локаций, в плане каких-то спецэффектов, очень легкий клип, но я не знаю, как объяснить, он мне очень нравится. Прошло, получается, 5 лет, я все еще в восторге от этого клипа. Ну, в принципе, давайте я его включу, я могу и во время клипа рассказывать. Мне очень нравится фон, и мне очень нравится, что для них всех подобрали одинаковые образы с белыми рубашками. То есть, я не знаю, возможно, я просто любитель белых рубашек, хотя я больше на стороне черной одежды. Но мне нравится, это настолько красиво, это настолько эстетично выглядит. Вот эта вот природа, да, небо, горы в сочетании с их образами в белых рубашках и их синхронность. Я считаю, что в хореографии, мало того, чтобы хореография была красивая, нужна еще синхронность. Синхронность у них, по крайней мере, в данном клипе есть. И это очень красиво. Еще вот эта вот железная дорога, да, на фоне, не знаю, заброшена она или нет, но я очень люблю тоже вот эту эстетику. Еще и закат. Просто потрясающей красоты закат. Не знаю, мне очень нравится вот эта вот аура путешествий, такие долгие, какая-то долгая дорога, когда ты едешь просто без какой-то определенной, да, миссии, так скажем, ты просто едешь. Вот этот вот долгий путь, и музыка на фоне. У меня, кстати, даже есть стих такой на фоне, наш отобранный плейлист. Это моя эстетика, мне такое нравится. Ну, давайте перейдем к следующему клипу, потому что у нас есть еще очень много клипов впереди. Я вроде бы уже в начале видео говорила, что я старалась как можно больше захватить групп, да, то есть по одному клипу от каждой группы, которые я знаю, которые, в принципе, слушаю. И вот то же самое относится к группе BTS. Я, если честно, очень думала долго, какой выбрать клип от этой группы, потому что я особо не пересматриваю их клипы. У меня есть треки, которые мне нравятся от этой группы, но конкретно клипы я их не пересматриваю, потому что обычно, так скажем, да, в обычное время, когда я хочу просто послушать музыку, когда у меня просто какие-то клипы играют на фоне, это всегда Stray Kids. Или что-то, что вот новое, вышедшее, да, что мне нужно послушать, чтобы оценить, потом рассказать вам в моем блоге. Поэтому я не так хорошо, возможно, в каких-то моментах помню клипы Stray Kids. Что на душе, то и на языке. Я не так хорошо помню клипы BTS. Я долго думала, какой бы выбрать клип. И вот единственный клип, который мне прям сразу вот так вот пришел на ум, это Black Swan, потому что я люблю искусство, я люблю эстетику, я люблю красоту, и мне кажется, что этот клип – это как раз-таки олицетворение эстетики, начиная даже просто с локаций, где это все происходит, да. Я считаю, что это очень красивый клип, в принципе, как и трек. Трек тоже классный. Еще мне очень нравится, что они на сцене босиком. То есть, когда вот они в белых костюмах, да, мне очень нравится, что они босиком. Я не знаю почему, но есть вот какая-то тоже в этом эстетика, что ли. Но больше всего, если сравнивать, если смотреть этот клип и сравнивать отдельные его кусочки, конечно же, мне больше нравится, когда они танцуют, когда их хореография в черных именно костюмах. Я хочу как-нибудь так оставить красиво и показать вам немножко трек тоже. Очень красиво, и вот опять они танцуют босиком. Есть что-то вот в этом, какая-то изюминка. Вот знаете, вот если вы ценитель искусства, вы понимаете, что бывают какие-то такие мельчайшие детали,
которые особо погоду не делают, да, но могут тебя зацепить чем-то. Вот, например, меня очень цепляет их хореография, босая, так скажем. Давайте теперь перейдем к следующему. Следующий у нас в списке это Taemin. Я считаю, что Taemin это вообще просто ходячая эстетика, это олицетворение красоты. И, возможно, это тот случай, именно в плане красоты, да, если, вот, допустим, я долго не могла выбрать Stray Kids, потому что у них очень красивые клипы, очень насыщенные, то в данном случае невозможно выбрать один определенный клип, потому что они все очень эстетичные. Зачем я вам рассказываю? Просто давайте я вам покажу. Ладно, они очень эстетичные в плане хореографии, да, наверное. То есть у Taemin очень классная хореография, то есть свой какой-то есть определенный стиль, ни на кого не похожий. Посмотрим сегодня Advice, потому что это один из моих самых любимых клипов. Он просто нереальной красоты. Здесь очень красивая картинка, здесь очень много каких-то вот таких деталей, элементов. Хореография, движение, да, его вот этот вот образ, вот этот костюм бело-черный и волосы. И вот движение, видите, то есть вроде бы ничего не происходит, да, элементарные какие-то движения, но они выглядят очень изящно и очень как искусство. Я реально вижу это как отдельный вид искусства, все хореографии Taemin. Ну, по крайней мере, те, которые самые такие знаменитые, да, которых все знают, это Move, это Criminal, да, это вот Guilty тот же самый, если новые брать. Так, давайте перемотаем немножко вперед. И, кстати, мне кажется, что это одна из самых таких бешеных его хореографий, потому что обычно у него бывает они более плавные. Я просто, видимо, по своему вкусу снова нашла свою любимую бешеную музыку, да, шумную. И фактически я вот сейчас вспоминаю Move тот же самый, да, и мне кажется, это самая быстрая хореография, которую я когда-либо видела у Taemin, даже Guilty новый клип, новая хореография, мне кажется, она чуть-чуть поспокойнее будет. Следующий клип – это клип группы CIX «Jungle». Почему-то у меня список получился такой в разброс, по крайней мере для меня в хронологическом порядке это получилось в разброс, то есть я вам показываю вроде новые клипы, потом такая возвращаюсь к старым, с которых начался мой путь, в принципе, связанный с кей-поп. И вот эта песня «Jungle» одна из самых первых, которые я в 2020 году услышала. В 2020 вроде бы, дальше еще получится, что я вру. В 2020, да. Я услышала ее в 2020, и мне очень нравится этот клип, он такой красивый. То есть вот здесь слово «красивый», оно прям максимально подходит. Давайте я опять же его включу. Я могу говорить и на фоне, зачем терять время. Как бы с первых секунд уже красиво. Знаете, я люблю, наверное, раз мы сейчас говорим про клипы, я люблю клипы с такой какой-то аурой, когда есть какая-то история, знаете, когда вот надо смотреть и думать, что здесь происходит, куда они его тащат, да, почему этот лежит, почему этот хромает, да, грубо говоря, вот если так описывать поверхностно этот клип, что здесь вообще происходит. А еще мне очень нравится вода. Вот только что был кадр, где они показывали хореографию в воде. Вот это, да. Мне очень-очень нравятся такие моменты в клипах. И трек, кстати, тоже один из моих любимых. Вот с тех еще времен, уже получается практически 4 года, мне этот трек не надоедает.
Так, давайте перемотаем немножко вперед. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Вот те же самые вот детали, о которых я говорю. Казалось бы, погоду особо они не делают, да, вот эти вот все детали. Допустим, вот только что он стоял вот среди людей в толпе. Погоду не делает эта погода. Эта толпа погоду не делает, но выглядит классно. И давайте теперь перейдем к следующему. В принципе, у нас здесь остается еще несколько клипов. Я надеюсь, я успею о них обо всех рассказать, и это видео не будет длиться целый час. Давайте теперь посмотрим клип «Сольник». Это будет у нас клип «Смог» Джихёна из NCT 127, который мы только что недавно в этом видео, мы только что смотрели с вами клип Highway to Heaven. Это вот один из участников этой группы. 2 недели назад вышел этот клип, но я бы хотела вам его показать, потому что мне, во-первых, нравится трек, во-вторых, мне нравится клип. Очевидно, мы здесь ради клипов собрались. Давайте просто перемотаем немножко вперед. Во-первых, черно-белые съемки. Не знаю, насколько будет правильно назвать это нуаром. Возможно, не судите строго, потому что просто у меня в голове есть такая мысль, что фильмы такие называют нуарными. То есть кадры такие идут вроде бы черно-белые. Я, кстати, не просто так замолчала. Мне есть что сказать. Я просто хотела, чтобы вы услышали момент, который мне очень нравится. Это был тот самый момент в треке, который мне очень нравится. Не знаю почему. Опять же, возвращаемся к деталям. Какие-то маленькие детали мелкие, которые погоду не делают, но мне кажется, что трек, он заиграл какими-то красками именно благодаря вот этому моменту в песне. А мысль, кстати, я до этого не закончила, что черно-белые кадры, и тут вот они становятся цветными резко. И был момент, правильно, когда, да, он как будто проваливается в диван и выкатывается уже в цветной кадр. И я считаю, что это очень тоже красиво. Красивая задумка. Можем переходить к следующему. Следующий клип, который я бы вам хотела показать, это клип Seventeen Super Sonogon. Почему я выбрала его? Сейчас объясню. Потому что вообще на самом деле самый мой любимый клип, да и вообще трек в целом Stray Kids у Seventeen, это что? Это Hot. Мне очень нравится клип, и мне очень нравится песня. Но я выбрала для сегодняшнего обзора именно Sonogon, потому что здесь очень классная синхронность в их хореографиях. Это группа, которая вообще славится и отличается синхронностью. У них потрясающая просто синхронность в их движениях, в их хореографии. И это при том, что их аж 13 человек. Представьте себе, 13 человек, и они просто как роботы совершенно одинаковые движения выполняют. Не такие, не знаю, почему я руки задрала. А этот клип, тут еще есть дополнительные танцоры, дополнительные люди в данном клипе, которые были специально собраны для этого клипа. Я не помню точно их количество, но мне кажется, их 200 человек. Я смотрела мейкинг-фильм этого клипа, и они рассказывали, сколько там людей. Я, конечно же, забыла. Вроде бы 200. И 200 человек выполняют просто одинаковые синхронные движения. Я считаю, что это очень красиво. Это просто потрясающе. Сейчас вот мы дойдем до этого момента. Посмотрите, как их много. И посмотрите, какая синхронность. И давайте я вам припев покажу. Все-таки припев-то я не показала. Послушаем этот трек и пойдем дальше.
давайте к следующему перейдем. И на сегодня у нас остается только лишь один клип. Это группа Rise. Клип на трек Love 119. 119 Emergency, да, Emergency Love. Почему я его выбрала? Если честно, я пока не уверена. То есть мне нравится вот эта вот аура любви, опять же, какой-то школьной, наверное, да, хотя здесь не любовь и не прям, ну, не тот смысл, который я вкладываю всегда в это слово, но я не знаю, почему мне нравится этот клип, опять же, в сочетании со словами, да, в сочетании вот с картинкой. Сейчас я немножко вперед перемотаю сразу. И вот эта красота, аура молодости, да. Я еще вот по вот этому же самому фактору, по ауре молодости, да, хотела в этот список добавить клип NCT Dream Go, потому что я очень люблю тот клип. Он вызывает у меня какие-то такие одновременно и приятные, и печальные какие-то ощущения, потому что, ну не знаю, там очень красиво показана вот молодость, какое-то даже детство, да, подростковый какой-то период, и мне нравится такая эстетика. Хотя, если сравнивать с Go, да, с дримами, то там, конечно, совсем другой смысл у трека, и, в принципе, у клипа тоже, но вот что-то общее прослеживается, и мне очень нравится это. Давайте я перемотаю опять. В принципе, на сегодня все. Это все клипы, которые я приготовила для сегодняшнего видео. Я надеюсь, это видео для вас было интересным и в каком-то плане полезным. Если вы также видели эти клипы, обязательно делитесь своим мнением в комментариях. С вами была я, Рафаэла Хасан. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.